В конце концов, что является творчеством? Как эту штуку развить? Давайте попробуем раскидать этот вопрос как-нибудь по-простому, по-быстрому. Вот, например, плюс-минус определение креативности. Это способность мозга решать проблемы и создавать новые вещи новыми способами, с помощью новых подходов, того, что не было. Давайте пока поставим знаки равенства между креативностью и творчеством. И вот, креативность или творчество должно включать в себя, по крайней мере, два компонента. Первое – оригинальность, то есть это должно быть что-то новое, а не продолжение что-то того, что уже существует. И функциональность. Идея должна быть полезная, а не… она должна действительно работать. Давайте попробуем приложить эти понятия к людям. Какими характеристиками должен обладать тот человек, который делает творчество? Эти люди кажутся стимулирующими, интересными, у них множество интересных идей, любопытных, новых идей. Люди, воспринимающие мир более свежим взглядом, они имеют идеи, которые двигаются дальше, чем обычно смотрят люди. И делают важные открытия, будь они маленькие, будь они большие, новые открытия. И, допустим, третья стадия максимальная — это люди, которые совершают великие творческие достижения, совершенно очевидные, которые становятся известными всему миру, то есть касаются всех людей. И также можно попробовать само творчество разложить на 4, например, составляющие. Это творчество первой стадии, включает в себя личностно значимые идеи и идеи, которые известны только тебе, важны только тебе, касаются только тебя внутри. Вот это вот все варится внутри. Следующий вид творчества, оно все еще маленькое, но уже немножко выходит за рамки тебя как личности, головы. Этот вид творчества помогает людям решать повседневные проблемы, с которыми они сталкиваются, и адаптироваться к меняющимся условиям. Какая-то проблема пришла, ты придумал ее так, как не придумали другие. Радость. Следующий уровень творчества — это творчество среди профессионалов, которые являются квалифицированными и творческими в своих соответствующих областях. Эти люди необычным способом подходят к тому, что они делают, но порой не достигают выдающихся результатов в своих работах. Это такой тоже себе вид деятельности, любопытный. Он наталкивается на проблемы современного мира. Я думаю, все сталкивались. И максимально затрагивающий общество, конечно, и человека. Вид творчества, который меняет мир. Это достижения, которые считаются великими в различных областях. И этот тип творчества, он приводит к известности, признанию, часто приводит к творчеству, меняющему мир, такому как медицинские инновации, технологические достижения, художественные достижения. Это максима. Какие могут быть черты у человека, которые ему необходимо, например, развивать и поддерживать для того, чтобы быть вот таким креативным, иметь некоторую силу, которую не имеют другие люди. Это определенная сила. Допустим, или сила, или энергия. Потому что творческие люди, как правило, обладают большим количеством как физической, так и умственной энергии. Однако они в той же степени, как при активном поведении, могут вести себя и спокойно, в спокойных размышлениях и перевариванию всего этого внутри, когда физическая активность почти на нуле, а там все происходит. Любопытная мысль в том, что интеллект играет решающую роль в творчестве. Возможно. Давайте допустим. И хотя высокий IQ, он необходим для большого творчества, но не все люди с высоким IQ являются творческими. Но являясь людьми с высоким IQ, творческий человек может добиться намного более масштабных результатов, потому что он будет трогать такие области, которые трудно трогать человеку с обычным уровнем интеллекта. Обычным. И плюс еще активность и дисциплина. Странные штуки. Не знаю, насколько это может коррелировать, но есть такое мнение, что те, кто не сидит сложа руки, а действует, добьются определенных успехов в том направлении, в котором они действуют. И если это не обычный подход, если подход, меняющий жизнь общества и меняющий мир, и если эта персона, которая это все делает, достаточно энергично, то могут быть крутые результаты. Если все это методично, неуклонно, шаг за шагом, вперед, то я думаю, что миру трудно будет сопротивляться такому действию, воздействию.
Часть людей переходит к творчеству естественным путем, но можно увеличить этот процесс. И тут два момента, которые важны. Это свежий взгляд и дисциплина. Это странно. Но я не раз слышал такое выражение, что важно, что гениальность — это 1% вдохновения и 99% работы, усилий, пота. Мне этот подход очень близок. То есть я понимаю его силу, понимаю его действенность и на себе все проверил. Если ты не фигачишь со страшной силой, то вряд ли что-то получится. Вряд ли. Ой, вряд ли. Ой, вряд ли. Я думаю, творчество — это как спорт. Креативность — это как спорт. Если вы используете ее, если вы практикуете, если вы раз за разом тренируете этот момент, ища в ситуациях необычные, не банальные решения. Для этого есть методы. Ну, я, например, там свои использую при проектировании, у других людей свои. Но если вот эту вот штуку, эту мышцу творческую раскачивать, если ее тренировать, то она становится сильнее, 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 и с этим ничего не поделаешь. И можно проговорить некоторые признаки и выводы, опираясь на которые можно подумать, каким образом можно двинуться вот в эту сторону, стать таким творческим человеком, понимая, нужно ли вам это вообще. Это такая себе любопытная дорожка. Я скажу некоторые штуки, например, две штуки. Это энергичный и сосредоточенный. Творческие люди, возможно, обладают большим количеством энергии, как физической, так и умственной. И они могут часами работать над одной и той же задачей, сохраняя энтузиазм, не теряя его. Но наличие творческого ума не означает, что вы всегда целенаправленно занимаетесь именно творческой задачей или художественной. Творческие артистичные люди обладают богатым воображением, любопытны и проводят много времени в покое, спокойно размышляя о темах, которые их интересуют, позволяя своим мыслям блуждать. Я узнаю себя в этой формулировке. Любопытная мысль о том, что творческий человек может смотреть на вещи свежим, даже наивным взглядом, сохранение чувства удивления, любопытства. Этот человек как будто бы и умный, и наивный одновременно. Этот человек также одновременно дисциплинированный и игривый. Вся вот эта вот деятельность, которая вокруг него происходит, это игра. Это игра. Но в этой игре есть некоторые такие моменты, которые определяют его преимущество. Это любопытная штука, настойчивость. Настойчивость. Мне это прекрасно известно через проектирование. Ты можешь работать всю ночь. Ты можешь делать проект бесконечно, пока ты не упадешь без сил. Что тебя заставляет это делать? Непонятно. Какой процесс в голове происходит? Ну вот тот, который описывался в самом начале творчества. Почему оно бесконечно, даже когда кончаются силы физические, непонятно. И в то же время это игра. Но игра с большой дисциплиной. Творческие специальности — это чудовищное количество информации, которая проходит через мозг человека, преломляется определенным образом, нетипичным, не шаблонным. То есть это тоже реально очень тяжело. А потом выражается в какой-то форме, которую еще непонятно, как продать. Особенно, чем более она новая, тем более у тебя, друг, проблемы. И вот тут приходит еще одна история. Это реалистичность и творчество. Творческий человек, возможно, он любит мечтать, возможно, представлять себе новые фантазии о своем новом мире, о всем новом мире. Он может погружаться в фантазию, но при этом оставаться чудовищно приземленным, чудовищно меркантильным, чудовищно практичным. Это сочетание вот таких вот двух полюсов. И гений парадоксов друг Александр Сергеевич Пушкин. Любопытный творческий подход, он переносится, например, на решение реальных проблем. Реальных. И в то время как другие, например, свои там мечты, фантазии рассматривают как нереалистичные штуки, как простые, несущественные фантазии, люди с вот таким креативным подходом к делу находят практические способы превратить свои идеи в реальность. Это тоже очень любопытно. По системе экстраверт и интроверт тоже интересно, потому что люди, они вроде бы разделяются на интровертов и экстравертов, но для того, чтобы вот этот вот котелок варил в нужном режиме, ты должен сочетать два этих типа. Опять же, парадоксы.
Ты должен быть одновременно и экстраверт, и интроверт. По себе понимаю, что это именно так и есть. То есть в один момент времени ты общительный, в другой момент совершенно тихий, скромный. И взаимодействие с людьми — это как драйвер, как газолин происходит. Ты можешь генерировать идеи вдохновения, а когда ты в уединении, ты можешь своим креативным потенциалом в полной мере и исследовать то, что у тебя произошло, и генерировать вот это все в нужные тебе практичные потоки творчества. Консервативность и бунтарство — это тоже интересная штука. Не очень понятно, каким образом она сочетается, потому что также на себя ощущаю влияние двух вот этих вот типов. Я обожаю традицию, но мне нужно другой поворот, другая парадигма. То, как не думали раньше. А для этого должен понимать, как думали раньше. Чем больше я изучаю то, как думали раньше, тем больше я восхищаюсь вот этим, что смогли люди за огромное количество тысяч лет до меня. Ну и тогда получается совершенно простая парадигма. Ты берешь силу, которую накопили до тебя, ты изучаешь все это, изучаешь традицию и, используя это как опору, делаешь новые решения, новые парадигмы. А для этого тебе нужно больше изучения. И все предыдущие факторы, они складываются воедино. Это как ты собираешь себе машину, на которой ты едешь, и решаешь свою проблему или свою мечту. Следующий момент — это страстность и объективность. Такая интересная штука, потому что ты делаешь что-то на пике своего интеллекта, на пике своих эмоций, на пике возможных для тебя достижений, и потом это продукт, это объект. Он подвержен всем тем моментам, которыми подвержены реальные вещи. Он подвержен критике, он подвержен обесцениванию, он подвержен всему чему угодно. И ты должен корректировать тот превосходный продукт, который родился у тебя в голове, и менять его по требованию существующего мира. То есть ты изначально должен быть максимально нацелен, максимально сосредоточен, максимально страстен в том, что ты делаешь. А потом к тому, что произошло, ты должен подойти с холодным и ясным рассудком и изменить все, если это нужно. Это я начитался статей на сайте verywellmind.com. Любопытное чтиво. И то, как я это понял, постарался сформулировать в этом ролике. Надеюсь, это было всем полезно, кто разбирается вот с такими вопросами, носится. Ну, это практично, это нужно понимать. Пишите в комментариях, что вы думаете, а вот здесь ссылки на плейлисты про творчество, может быть, более практичные вещи там рассмотрены. Кликайте, смотрите. А меня зовут Эдвард Кичигин. Всем чао-чао.